Приветствую всех на своем канале. Сегодня приготовила национальное блюдо уйгурской кухни – гуйру лагман в домашних условиях. Что такое гуйру лагман? Это домашняя вытянутая лапша с подливой, а само слово гуйру означает крупно нарезанный. В отличие от простого лагмана, все овощи обжариваются как можно меньше для сохранения вкуса и цвета. И, конечно же, вытянутая лапша, которую можно приготовить дома. Замешиваю тесто из обычной муки высшего сорта, солю, добавляю одно яйцо и воду, вода холодная. Немного лью в муку растительное масло и замешиваю тесто. Собираю в комок и кладу готовое тесто в пакет, убираю в холодильник минимум на час. Точные пропорции лагмана напишу снизу под описанием этого видео. Подлива для лагмана готовится очень быстро, поэтому все овощи я заранее приготовила, помыла и режу крупно. Лук, перец сладкий, белые прожилки срезаю и режу кубиками или ромбиками, как вам нравится. Режу свежие помидоры дольками. Шкурку я не снимаю. Использую стебли сельдерея. Режу длину 2-3 сантиметра примерно. У меня молодая пекинская капуста. Режу тоже крупно. Вместо пекинской капусты можно использовать простую белокочанную капусту. Кстати, можно добавить и редьку по желанию. Беру филе говядины. Режу мясо кубиками небольшими. Для лагмана желательно использовать говядину или баранину. Также заранее приготавливаю приправы и специи. Беру пару ложек томатной пасты, кладу туда чеснок и наливаю немного воды. Перемешиваю. Затем лью растительное масло в глубокую сковороду вок. И обжариваю мясо сначала. Подливу готовлю на сильном огне, постоянно помешивая. Добавляю в мясо соевый соус и жарю мясо до готовности. Кидаю лук и обжариваю вместе с мясом. Затем кладу помидоры и тоже жарю слегка, то есть совсем недолго. Лью заранее подготовленную томатную пасту с чесноком. Обжариваю. Сразу пошел такой аромат подливы, хотя он еще и не готов. Кладу затем остальные овощи. Это капуста и сельдерей. Перемешиваю хорошо и даю прожариться 5 минут примерно. В самую последнюю очередь кладу сладкий перец. Перемешиваю хорошенько и наливаю воду. Даю закипеть. Займемся лапшой. Обминаю тесто и раскатываю в колбаску. Затем делю тесто на 6 кусков весом примерно 180 грамм для одной примерно большой порции. Собираю кусочек теста в один плотный комок. Поверхность теста должна быть гладкой, без заломов желательно. Накрываю шарики пленкой пищевой и оставляю на 20 минут. Смазываю тарелку растительным маслом и делаю посередине шарика дырку. Растягиваю дырку как можно больше, хотя тесто эластичное, на силу тянуть не нужно. Оно само растянется сколько нужно, без труда. Смазываю готовые бублики маслом растительным, обильным, накрываю и даю им еще раз отдохнуть 20 минут. Для лагмана готовлю специи. Это бадьян, он же анис, черный перец, молотый кориандр, острый молотый перец и зира. Зру желательно измельчить пальчиками. Кидаю специи, подливу, солю по вкусу и выключаю огонь. Подлива готова.
Теперь уже можно заняться лапшой. Аккуратно вытягиваю тесто, сколько оно позволит. И так по очереди, все 6 кусков. При этом накрываю пленкой тесто, чтобы они не обсохли. За раз вытянуть очень тяжело, лапша будет рваться, поэтому нужно время им для расстойки, хотя бы по 5 минут. В общем, делать лапшу нетрудно, если ты лагманщик, но я, к сожалению, не профи по вытягиванию лапши. Беру, просто подкручиваю, как нить, пряжу, только из теста. Тесто эластичное и не рвется. Знаете, мне как-то даже нравится это дело. Люблю возиться с тестом. Это так умиротворяет. Стараюсь вытянуть лапшу потоньше, но не совсем как на вермишель, конечно, а так нормально. Лапша не липнет к рукам, но деформируется быстро, поэтому не получится у меня идеально одинаковой толщины, хотя на вкус это не повлияет. Да, конечно, можно купить готовую лапшу, и она будет намного красивее, это точно. Но вкуснее навряд ли, так как все-таки я вложила усилия и время на ее приготовление. Сразу же собираю готовую лапшу и отвариваю в кипящей воде, помешивая постоянно. Готовую лапшу можно хранить в морозильнике. Перед подачей только обдать кипятком. А чтобы они не слиплись, наливаю растительное масло совсем немного и перемешиваю. Удивительно вкусная лапша получилась, упругая, что надо. Выкладываю готовую горячую лапшу в глубокую тарелку и поливаю горячей ароматной подливой. Можно подавать лагман с зеленью. Да, это вкусно. Можете не сомневаться. Сказать, что легко готовить, конечно же, язык не поворачивается. Но думаю, что мои любимые дорогие зрители оцените это видео и поставите лайк. Поставили? Спасибо.